Привет! Это канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Дождик зарядил конкретно. Первую ходку сейчас сделал сюда. Принес базальтовый негорючий материал. Буду сегодня ставить печь. Печка уже здесь. Мы ее с моим другом Денисом принесли еще 2 недели аж назад и спрятали в укромном месте в лесу. Ладно, садитесь поудобнее. Берите бутерброды, наливайте себе чай, кофе. Поехали! Атмосфера шикарная. Дождь льет практически как из ведра. Однозначно нужно сегодня побыстрее поставить печь, вывести дымоход наружу и просушиться, потому что я уже весь, в принципе, мокрый. Ну, по крайней мере, ноги. Куртка-то у меня не промокаемая, а ноги, штаны, они промокают, но от сильного дождя. Короче говоря, на такой дождь они не рассчитаны. Да, кадров на фотоловушке никаких нет. Может быть, имеет смысл куда-то ее перевесить. Хотя в прошлый раз она здесь сняла и косулю, и лося, и оленя даже. Надо подумать. А с другой стороны, сейчас грибной сезон начинается. Лучше я ее сниму пока. Да, как грибы закончатся, тогда уж и поставлю где-нибудь. Да будет свет. Че в темне сидеть. Хорошо, уютненько. Ну что, давайте займемся печкой. Отверстие под дымоход я уже приготовил тоже заранее, давным-давно еще. Еще в прошлый раз, когда я сюда приходил, оно уже было. Ну, если кто-то обратил внимание, внимательные зрители, да. Поэтому дырку, отверстие делать в стене мне не нужно. Нужно только будет поставить, установить печь, вывести трубу наружу. И, в принципе, на этом как бы и все. То есть печку затопить. Здесь все помещение прогрею. И займусь утеплением всяких щелей вот этой наружной стены. Потому что здесь, конечно, поддувать будет очень хорошо.
Итак, почему мне понравилась эта печь? Называется она буржуйка теплосталь. Ну, во-первых, здесь есть вот эти вот воздушные конвекционные каналы, да, их здесь 7, 14, 15, 16, 18 штук. И, как заявляет производитель, данная печка способна прогреть помещение буквально там до, помещение до 100 квадратных метров за 30 минут. Подходят для нее различные топлива. То есть, по сути, если вы там гараж отапливаете, не обязательно топить ее дровами, можно какое-то твердое топливо, да, использовать. А я вообще видел видеоролик, там мужик, что-то чуть ли не отработанным маслом, что ли, топит помещение. Ну, вот благодаря наличию здесь специальной камеры сгорания вторичных газов. Это повышает КПД и вообще производительность самой печи. Здесь есть зуб-отбойник. Дым не выходит прямым током, он получает сопротивление должное, да, вот благодаря этому зубоотбойнику, ну и искры будут гаситься об него. В печи предусмотрена защита от прогорания, да и вообще в целом здесь толщина металла аж 8 миллиметров, ну, нормально, да. А учитывая цену адекватную, я считаю, что печка, ну, на первый взгляд вообще супер. Какая она в реальности, мы сейчас с вами оценим. И, соответственно, затопим, конечно же, как сделаем дымоход, да. Печка удобная, металлическая, она очень компактная, помещается в багажник любого автомобиля. Ну, вы сами посудите, она очень маленькая, если снять ножки, да. Ну и, соответственно, она мобильная. То есть я могу всегда ее, предположим, отсюда забрать и перевести куда-то на другое место. Здесь можно с помощью зольника будет регулировать приток кислорода. Шибер я поставлю, кстати говоря, поэтому в любом случае я ее прогреваю, печку, и закрываю заслонку, да, приток воздуха, закрываю шибер. Я думаю, ну, часов там 4 она должна гореть на медленном тлении. Сегодня мы это проверим тоже с вами. Ну и да, кстати, здесь, ну, сейчас вообще у всех печей уже есть специальные, да, вот эти вот варочные поверхности. Здесь она тоже, естественно, есть, но это такой приятный бонус. А опять-таки, да, вот цена, конечно, здесь просто шикарная у этой печки. Ссылку на данную буржуйку я оставлю в комментарии, в закрепленном под видео, и, естественно, в описании под видео. И если вы пройдете по моей ссылке, которую я оставлю, и приобретете печку, да, то получите дополнительную скидку 500 рублей.
Отлично. Дымоход держится. Можно даже будет, кстати, отсоединять трубу вот эту. Раз. И, по сути, печку убирать. Прятать в то место, о котором я вам не говорил. Почему бы, собственно, и нет. Время нынче такое. Да, лист металла я сегодня не взял с собой, и так вещей было много, поэтому буду использовать обыкновенную фольгу в качестве места, куда будут падать угли. Еще, кстати, смотрю в комплекте с печкой, я не знаю, в обычной комплектации она идет или нет, вот такая вот сушилка поставляется, вообще прикольно, это прям классно, я думаю, да, пригодится в любом случае. Попробовать нужно печь затопить и посмотреть, на что она способна. Прикол. Хотел печь затапливать, смотрю, а кочерги-то нет, думаю, где кочерга? Кочерга же была еще. А она вот здесь лежит. У меня же еще и градусник есть. Нужно же провести эксперимент, правильно? Сейчас градусник показывает плюс 15 градусов в землянке. Ну и, конечно же, очень невероятно большая влажность и сырость. Я так думаю, что от меня она исходит. Поэтому сейчас печку затоплю, естественно, вещи просушу. Градусник повесить где-нибудь вот здесь можно, чтобы его не уронить, да, чтобы он всегда был в таком месте, ну, чтобы вообще никак его нельзя было задеть и уронить и разбить. Все-таки здесь, как ни крути, ртуть. Так, вешаю его. И посмотрим. Плюс 15 на градуснике. Засечем время, да. Посмотрим, как вообще быстро поднимется здесь температура. Ух ты. Градусник-то лопнул. Блин. Вообще прикол. Ну елки-палки, а. Капец, блин. Ну елки-палки, а. Ну, в любом случае, сейчас плюс 15, мы это знаем, да. Ну, а когда станет тепло, то я, наверное, просто разденусь до майки. Ну, или хотя бы в свитере буду сидеть.
Хотела, помню, доски поменять. Ну, типа, когда эти рассохнутся, ну, что-то сейчас пилить бензопилой, тащить ее сюда. Лишняя волокита вот эта вот нафиг не нужна, поэтому просто джутом вот так вот забью все эти щели. И нормально. Самое главное, чтобы не сквозило. Хочу приготовить картошку запечь и куриное филе тоже, соответственно, запечь. Как обычно, в фольге. Ну а что, дверь утеплил. Внутри в землянке тепло, хорошо. Чем еще, в принципе, заниматься, да? Самое время поужинать. Лес, конечно, прям очень влажный сегодня. Но все равно что-то захотелось посидеть здесь снаружи. Насладиться свежим воздухом. Потому что там сидеть уже внутри землянки очень жарко. Дверь даже открыл он. Печка, в общем, зачетная. Ну, час, наверное, максимум. Прям прогрелась так, что мало не покажется. Сижу у костра, вот думаю, почему всегда так получается, что сажусь есть уже тогда, когда время будет ближе к 12. Сейчас вот 8. Пока приготовлю, пока то да сё. Готовить я сегодня буду, как обычно, используя фольгу. Ну, почему как обычно? Потому что я в последнее время что-то часто стал пользоваться ей. На самом деле, мне кажется, как походный вариант, блюдо в фольге это нормальный выход из положения. Не надо использовать никакую посуду дополнительную. То есть картошку, допустим, положил туда, да, все сделал, что хотел. И филе грудки точно так же поджарил. Потом взял эту фольгу, скомкал и либо в костер кинул, хотя она долго прогорает, либо с собой утащил. И никакую посуду мыть не надо. Ну, как вы уже поняли, да, я уже сказал, что сегодня я буду печь картошку, но запеку я ее немножко необычно. То есть сначала она просто будет запеченная у меня, а потом я натру сыр внутрь картошки и разобью перепелиные яйца. 6 штук перепелиных яиц я сегодня взял. Как это, крошка-картошка, знаете, кафе такие. Ну, я не знаю, сейчас они есть, нет. Там вообще разные всякие наполнители используют, да, то есть верхнюю часть картошки снимают ложкой и туда вот всякую
не знаю, там майонез, сыр, колбаса, ветчина, вот все подряд накладывают. Вот я, собственно говоря, и хочу приготовить такое блюдо. Ну, а грудку филе просто запеку с болгарским перцем. Грудка, сверху перец, подсолнечное масло, соль. Все. Все, первое блюдо готово. Курочка с перцем. Второе блюдо — это картошка запеченная, крошка-картошка. Но запекать я и буду сразу всю. Интересно, если сейчас сюда закинуть большое полено, вот такое вот, сколько оно будет тлеть на минимальном режиме. То есть я приток кислорода полностью перекрываю и закладываю вот это вот полежка. Я думаю, часика 2 точно должно тлеть и потихонечку гореть. Ну, сейчас немного, минут на 10 включу, открою, чтобы оно схватилось, полено это немного, да? Потом закрою. Шибер можно, наверное, пока не трогать еще. А на ночь я уже шибер закрою. Тульский пряник. И заварил себе сегодня сбор трав. Пущанский сбор называется. Из Беловежской пущи сбор дикорастущих трав. Там малина, липа, что-то еще не помню, врать не буду. Вот этот чай мне прислал вообще зритель, подписчик Владимир из города Бреста. Привет тебе, Владимир, и спасибо большое за презенты, которые ты прислал.
Блюдо великолепное. Сейчас все это дело съем, сколько в меня влезет, и лягу спать. До завтра. С добрым утром. Да, спалось отлично. Всю ночь шел дождь, и всю ночь какое-то дерево здесь скрипело. Прям вот оно так скрипит, зараза. Знаете, как какой-то фильм ужасов. Еще не хватало там грома с молнией и какого-нибудь воя собак, да? И был бы прям такой ужастик нормальный. Ну ничего, настроение отличное, поспал здорово, поэтому было тепло. Печка со своей задачей справилась на ура. И часа в 2, наверное, я закидывал дрова в нее, да? И, по-моему, где-то в 4:30 они прогорели. Но я уже просто поленился в спальнике, лежал так хорошо и не стал даже подниматься. Ну, в целом можно ее кирпичами будет обложить в дальнейшем. Ладно, сейчас самое лучшее время, так как утро раннее, для занятия физкультурой. Пойду сейчас напилю бревна. Ну, хотелось бы с десяточек напилить сюда, принести, чтобы это такой запасик был, да, для дров. А в следующий раз, может быть, вообще сюда с электропилой приду и чисто займусь дровами, приготовлением их, с топором, с нормальным, да. Посмотрим. Можно констатировать факт, что все работы с этой землянкой завершены. И можно переходить уже к следующему этапу развития своего канала, скажем так, да. Ну, а там посмотрим, как все пойдет. Ситуация сейчас неоднозначная. Дай бог получится снимать видеоролики. И, естественно, я их буду выкладывать на канале для вас, уважаемые зрители и подписчики канала. Ладно, пойдемте пилить бревна. Нужно еще и набрать бересты для розжига, ну, костров или той же печки. И как раз я ее положу, например, под лавку, да, чтобы она просушилась там.
На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Любая ваша реакция помогает в продвижении моих видеороликов и моего канала. Ну, а если вы еще напишите какой-то полезный комментарий, да или просто вообще любой комментарий, то мне будет очень приятно. Я их стараюсь все читать. И даже на некоторые отвечаю, ну, по возможности. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.